Глава 761. Высшая божественная пальма. Пока Хань Ли размышлял над этим, он внезапно услышал глубокий вздох Вэйвуя. Вэйвуй убрал нефритовую коробку по вспышке света и радостно сказал: «Неплохо. Это действительно чешуйки ядовитого водяного дракона стадии метаморфозы. Они определенно мне подходят. Есть надежда, что мое магическое сокровище скоро выйдет на совершенно новый уровень». Затем он поднял голову и окинул Хань Ли оценивающим взглядом. По правде сказать, очень удивительно, что господин Хань смог раздобыть такие редкие сокровища. Эти ядовитые драконьи чешуйки очень важны для меня. Хотя мы просто обменялись на необходимые нам предметы, господин Хань все еще должен участвовать в поединке за небесный южный регион. Что скажешь? У меня все еще есть один кусок золотой эссенции. Сначала я планировал передать его своим потомкам, но, поскольку тебе он нужнее, я могу дать его тебе. Таким образом, я сдержу свое обещание. Сказав это, он взмахнул рукавом и вызвал еще один кусок золотой эссенции, размером с яйцо, и кинул его Хань Ли. Вместе с этим куском золотой эссенции Хань Ли было более чем достаточно, чтобы усовершенствовать еще 36 летающих мечей. Таким образом, он достиг своей цели по поиску таких редких материалов. Можно сказать, что материалы из демонических зверей 8-го ранга оказались немного более ценными, чем золотая эссенция. Если бы они просто обменялись материалами без дополнительной компенсации, это было бы весьма необоснованным. Конечно, их щедрые жесты в отношении Хань Ли были понятны. Как культиватор зарождающейся души, он мог просто притворяться, что согласился, и просто сбежать, забрав золотую эссенцию. Если бы это был всего лишь обычный обмен, который не предполагал за собой поединок, им оставалось только сетовать на судьбу. В этот момент мастер Сун Дада закончил оценку своего предмета и слегка улыбнулся. Казалось, он был вполне доволен панцирем черепахи. Однако, когда он увидел, что Вэйвуя дал Хань Ли еще один кусок золотой эссенции, он замялся на мгновение, а затем достал желтый 6-дюймовый корень, толщиной с большой палец. Мастер Сун Дада торжественно проговорил: «Судя по древесному элементу духовной ци, которой наполнено твое тело, могу предположить, что твое искусство культивации также связано с древесными техниками. У меня нет ничего подходящего, поэтому могу предложить только небольшой кусочек корня древней ротанговой пальмы. Он будет очень полезен, независимо от того, усовершенствуешь ли ты его в магическом инструменте или используешь его для укрепления духовного элемента твоего тела. Этого должно быть достаточно, чтобы компенсировать потерю панциря черепахи 8-го ранга». Вэйвуя удивленно вскликнул, увидев этот предмет: «А неужели?» Сначала Хань Ли был разочарован таким подарком, но когда он увидел реакцию Вэйвуя, он призадумался. Древняя ротанговая пальма. Неужели это высшая божественная пальма, которую праведная Даа и дьявольская Даа пытались воскресить, используя винный нектар корня духовного дерева? Хань Ли с изумлением взглянул на предмет в руке. Мастер Сун не удивился, увидев, что Вэйвуя узнал этот предмет. Он спокойно сказал: «Судя по всему, брат Хань должен знать о высшей божественной пальме, появившейся в этом мире. Жаль, что, несмотря на все наши усилия, мы не смогли возродить его. В конце концов, мы только разделили кусочки его корня с дьявольским Даа и стали делать из него магические инструменты. Это 1/4 от корня, высшая божественная пальма». Хань Ли поймал желтый корень и с удивлением пробормотал себе. Хань Ли узнал о высшей божественной пальме из нескольких древних записей. Теперь он понял, почему праведная и дьявольская Даа пытались возродить ее. Бессмертные ротанговые пальмы были лишь общей классификацией для этих растений. Они были просто духовным корнем виноградного типа, обладавшими полезными свойствами. Однако высшая божественная пальма отличалась. Только несколько таких древних ротанговых пальм можно было назвать высшими. Высшие ротанговые лозы принадлежали к совершенно другому царству и существовали во времена древности. Таким образом, любые фрукты или цветы, которые произрастали на пальме, обладали невероятными эффектами. Высшая божественная пальма была одним из таких пальм, которые обладали удивительными эффектами, но поскольку она давно погибла, ее кора была неотличима от других ротанговых пальм. Без описания в древней книге «Пещеры культиватора», где оно было обнаружено, можно было легко ошибиться и посчитать это за обычный засохший корень. С самого начала считалось, что это драгоценное сокровище. Даже праведная и дьявольская Даа несколько раз сражались за обладание этим сокровищем. Позже высший эшелон праведного и дьявольского Даа решил сначала проверить, можно ли его возродить. В конце концов, даже если бы его можно было возродить, прошли бы десятки тысяч лет, прежде чем пальма бы зацвела и заплодоносила. В результате они опробовали несколько разных методов в попытке возродить пальму, а затем использовали духовную воду и молоко.
Они даже использовали винный нектар корня духовного дерева, однако все их усилия были напрасны, поскольку бессмертный Ротанг не показывал никаких признаков возрождения. Оставив все надежды, дьявольская и праведная Да разделили стебель и ветви на части и передали каждому члену группы. Естественно, поскольку мастер Сун Дада был великим старейшиной Альянса праведного Да, ему также передали часть пальмы. Вэйвуй узнал корень пальмы, поскольку у него также был кусок этого бессмертного Ротанга, хотя это была лишь небольшая часть от ветви. Она попала к нему в руки спустя несколько бартерных обменов. Поскольку высшую божественную пальму нельзя было возродить, ее можно было использовать только в качестве высокоранговых материалов, в лучшем случае, значительно уменьшая их ценность с точки зрения мастера Сун Дада. Кроме того, поскольку это был материал древесного элемента и не подходил для его собственного искусства культивации, он отдал его Ханьле без особого внимания. Вэйвуй вскоре понял мысли мастера Суна, и его удивление вскоре исчезло. Хотя Ханьли знал о происхождении этого ротангового корня, он все равно чувствовал небольшое разочарование. В настоящее время у него нет недостатка в высокоранговых инструментах и материалах. Все, что ему было нужно, приобрести как можно больше золотой эссенции. Именно по этой причине он достал материалы из демонических зверей 8-го ранга. Поскольку у него не было времени усовершенствовать свои облачные бамбуковые мечи или духовную силу, чтобы усовершенствовать новое магическое сокровище, сейчас ему бы больше подошли какие-либо древние сокровища. Но у мастера Суна больше не было золотой эссенции, поэтому он предложил корень высшей божественной пальмы, что тоже было очень ценным материалом. В результате Ханьли просто взял коробку, не сказав ни слова. Его нынешний план состоял в том, чтобы использовать маленькую зеленую бутылку по возвращении в свою пещерную резиденцию и попытаться возродить бессмертную пальму. Зеленая жидкость из маленькой таинственной бутылки обладала невероятными свойствами и помогла ему вырастить 3 божественных дерева. Возможно, она сможет совершить чудо и возродить высшую божественную пальму. Хотя шансы были небольшими, это было бы огромным везением, если бы это удалось. В результате его первоначальное разочарование исчезло. Прежде чем Вэйвуй и мастер Сун продолжили разговор, Ханьли вздохнул и тактично сказал: «Поскольку я приобрел золотую эссенцию, естественно, я согласен на участие в поединке. Тем временем, мне пора возвращаться, чтобы продолжить подготовку к предстоящей войне». Мастер Сун улыбнулся и вежливо сказал: «Не ожидал, что господин Хань окажется таким нетерпеливым. Война важна, поэтому, естественно, всем нам нужно подготовиться. Мы больше не будем держать тебя». Ханьли быстро кивнул и попрощался, а затем направился к выходу зала. Но прежде чем Ханьли смог выйти на улицу, Вэйвуй посмотрел на него странным выражением лица и пошевелил губами, посылая ему передачу голоса. «Господин Хань, с учетом чешуек ядовитого водяного дракона, я закрою глаза на то, что ты украл Наньгун Ван. Поскольку между ней и моим племянником ничего не было, то будем считать это простым недоразумением». Услышав это, Ханьли невольно остановился. Во всему его тело пронеслась волна восторга от этих слов, и он поспешил покинуть зал, не оборачиваясь. После того, как Ханьли ушел из виду, мастер Сун и Вэйвуй молча переглянулись между собой. Через мгновение мастер Сун сказал: «Что думаешь?» Это поистине непостижимо, что у Ханьли были материалы из высокоранговых демонических зверей. Может быть, в то время, когда он воспользовался древней транспортной формацией, он приобрел полное наследие древнего культиватора. Как еще он смог достичь ранней стадии зарождающейся души за такой короткий промежуток времени? Не говоря уже о многих сокровищах, которыми он обладает. Вэйвуй усмехнулся. Это возможно. Но это немного похоже не нас. Он не единственный человек, унаследовавший древнее культивирование и древние сокровища. Наличие такого редкого шанса действительно будоражит зависть. Не говори, что ты думаешь убить его, чтобы забрать его сокровища. Мастер Сун усмехнулся и покачал головой. Убить его? Ты, брат Вэй, верно шутишь. Даже в мирное время это невозможно сделать, не говоря уже о нынешнем положении дел. Судя по тому, что он смог сбежать от божественного мудреца Мауланей, я только навлеку на себя лишние проблемы. Кроме того, хотя он и обладает какими-нибудь драгоценными сокровищами, разве они помогут мне пробиться к стадии божественной трансформации? Кроме того, нельзя забывать про Альянс Небесного Да и ту пару культиваторов. Глава 762. Духовный талисман. Пока Вэйвуй и мастер Сун обсуждали Ханьли, он уже вышел на улицу. К его удивлению, Ханьли увидел Дун Сюанер. Она стояла снаружи зала с опущенной головой, словно размышляя о чем-то. Стражники не обращали на нее внимания, поскольку она прибыла с дьяволом тысячи теней. При виде Ханьли она вдруг вздрогнула,
а на ее лице появилось странное выражение, будто она была в недоумении. В глазах можно было даже разглядеть негодование. Ханли почувствовал себя несколько озадаченным при виде этого, однако он просто прошел мимо, словно не заметив ее, направляясь к дальней улице. Она просто стояла на месте и кусала губы, молча глядя на то, как Ханли удалялся. Слегка повернувшись, он почувствовал, что ее взгляд на себе. Неожиданно в голове Ханли раздался голос: «Мастер, вы узнаете ее?» Ханли небрежно ответил: «Она была моей старой знакомой, но наши отношения нельзя назвать хорошими». «Вот так?» Судя по ее лицу, казалось, ваши отношения с ней были необычными. Может быть, мастер, однажды серебряная луна улыбнулась и намеренно замолчала. Хватит нести чушь. У меня плохое впечатление от женщины, и мы были даже врагами. Ханли рассердился и хладнокровно фыркнул. Серебряная луна усмехнулась и тактично замолчала. С тех пор, как Ханли спас серебряную луну, он не упоминал о потере фиолетового облака и древней цветочной корзиной, поэтому серебряная луна стала относиться к нему с большим доверием. Хотя она и не смела быть слишком неосмотрительной, она стала разговаривать с ним более откровенно. Конечно, он также чувствовал это и стал более ей доверять, что привело к гораздо более тесным отношениям между ними. Вернувшись обратно в лагерь секты дрейфующего облака, Ханли быстро с Луло минувшую встречу. У Луло было беспокойное выражение. Младшему боевому брату не нужно рисковать и участвовать в поединке. Да, золотая эссенция очень редкая вещь, но у тебя только одна жизнь. Ханли улыбнулся и небрежно проговорил: «Старший боевой брат Лу, тебе ни о чем беспокоиться. Я уверен, что выиграю этот поединок, иначе разве я бы стал соглашаться? Однако я не смогу уделять много внимания безопасности учеников нашей секты. Старшему боевому брату Лу придется позаботиться о них в одиночку». Услышав Ханли, Луло немного расслабился. «В битве на следующей неделе я, естественно, буду присматривать за нашими учениками. Пожалуйста, не беспокойся о них. Поскольку младший боевой брат уверен в поединке, больше не буду говорить об этом. Тем не менее, я должен спросить, возможно, у тебя есть к ученикам какие-нибудь поручения?» Ханли улыбнулся и, немного подумав, ответил: «Для предстоящей битвы мне нужно будет сделать несколько приготовлений. Мне нужно, чтобы ученики собрали для меня кое-какие материалы». Ханли достал нефритовую пластинку, приготовленную заранее, и передал ее Луло. Лулу взял нефритовую пластинку и нерешительно проговорил: «Будь уверен, если эти материалы можно найти в городе Первонеба, ты получишь этим материалы». Приободрившись от его слов, Ханли кивнул и еще немного поболтал с ним, а затем ушел. Нефритовая пластинка, которую Ханли дал Луло, содержала информацию о дополнительных материалах для духовного талисмана подчинения. На обратном пути в лагерь Ханли решил, что, хотя у него нет проблем с поединком с учетом его нынешних способностей, ему все же стоит быть осторожным. Поэтому он решил хорошо подготовиться к бою, и духовный талисман подчинения был частью его приготовлений. Это было бы единственное смертоносное движение, которое он мог подготовить в течение нескольких дней. Единственное, о чем он беспокоился, шансы на успех в его культивации. В настоящий момент он не мог заняться усовершенствованием своих летающих мечей с помощью золотой эссенции, поскольку у него для этого было недостаточно времени. Изначально он считал, что нашел хорошую кисть для начертания талисманов, и решил попрактиковаться, прежде чем пытаться создать духовный талисман подчинения. Но теперь, когда у него было всего несколько дней, он должен был сделать попытку, несмотря на более низкие шансы на успех. Если бы он успешно смог изготовить этот талисман, он получил новое смертельное движение. В случае неудачи он мог только смириться с этим. Любые другие приготовления все равно не смогли бы увеличить его силу за эти несколько дней. Подумав об этом, Ханли добрался до своей резиденции и вошел к себе в спальню. Затем он просто сел на кровать, скрестив ноги, и стал медитировать. Всего за 2 дня Ханли получил все материалы, которые просил. Он был в восторге и еще раз убедился, что стать старейшиной секты дрейфующего облака было отличным решением. Вместе с этими материалами он вошел в свою запечатанную комнату. Затем он сел в центр комнаты, скрестив ноги, и поставил перед собой все материалы, после чего осторожно открыл черно-зеленую бутылку, которую вытащил из сумки. Из бутылки мгновенно вырвалась полоска малинового света. Будучи готов к этому, Ханли спокойно поднял руку и схватил ее в воздухе. Вскоре появилась большая рука лазурного света и схватила световой малиновый шар. Лазурная световая рука вдруг запульсировала, раскрывая истинную форму светового малинового шара. Это был малиновый водяной дракон, наводненный длиной несколько дюймов. Он, не переставая, извивался в лазурной руке, пытаясь сбежать, но окружающий его лазурный свет удерживал его как птицу в клетке.
Ханли прищурился, и его глаза засветились синим светом. Он смог мгновенно рассмотреть каждую деталь души водяного дракона. Она выглядела точно такой, какой он схватил ее десятки лет назад. Но благодаря его глазах духовного прозрения он смог увидеть нечто исключительное. Хотя сила души водяного дракона все еще была удивительно сильной, взгляд дракона стал потупленным. Очевидно, его разум слабел. Теперь душа просто обладала силой, но ее разум был таким же, как у неэволюционировавшего водяного дракона. Он лишь инстинктивно пытался сбежать. Ханли вздохнул и вспомнил 8-рангового ядовитого водяного дракона и его огромные способности. Теперь от него осталась только дикая душа. Контраст был настолько велик, что он почти вызвал жалость. Это заставило Ханли задуматься, что ему стоит быть еще более осторожным на своем пути культивации. Если бы он однажды потеряет свое физическое тело, а его первичная душа попадет в руки врага, он может оказаться в той же ситуации, что и этот ядовитый водяной дракон. Ханли молча уселся и вздохнул. Вздрогнув от его руки, в 3 метрах над его головой появился малиновый водяной дракон, оставаясь в ловушке в пределах барьера лазурного света. Не обращая больше внимания на душу ядовитого водяного дракона, Ханли опустил голову и взглянул на материалы перед собой. Он указал на изумрудно-зеленую шкуру незнакомого зверя и приманил к себе. Внезапно он открыл рот и выплюнул полоску лазурного зарождающегося пламени на шкуру зверя. Как ни странно, пламя не причинило шкуре никакого вреда, а лишь окутало ее. Ханли сделал жест заклинания обеими руками и начал беспрерывно шевелить пальцами, обрушив на звериную шкуру шквал заклинаний. Зарождающееся пламя непрерывно мерцало и пульсировало ярким светом. Затем Ханли прекратил создавать заклинания и указал пальцем на белую нефритовую коробку. Коробка подлетела к нему и открылась, рассеивая облако серебряного порошка. Он щелкнул по нефритовой коробке, посылая небольшую порцию серебряного порошка прямо в лазурное зарождающееся пламя, в результате чего в пламени появились серебряные угольки. Затем Ханли снова сделал несколько жестов заклинания руками, и пламя с новой силой обрушилось на звериную шкуру, превратив ее в огромный серебряный цветок лотоса, медленно вращающийся в пламени. Выражение лица Ханли становилось все более торжественным. Он то и дело направлял различные материалы в пламя. Горе, шкура зверя несколько раз менялась в цвете от серебряного до черного, с черного до зеленого. Затем, когда она стала малиновой, Ханли выдохнул и перестал вливать в пламя материалы, а вместо этого начал бормотать. В то же время несколько его пальцев дрожали, выпуская из пальцев несколько нитей тонкого лазурного света, непосредственно поражая поверхность зверя. Теперь под контролем лазурных нитей шкура зверя перестала вращаться и начала раскачиваться от странного импульса. Пока Ханли продолжал создаваться заклинание, шкура начала испускать угольки черного ци и уменьшаться в размере. Когда черная ци коснулась малинового зарождающегося пламени, она вспыхнула, и в воздухе повис странный запах. Ханли, казалось, проигнорировал это и продолжал поддерживать огонь в течение 2 часов. Когда последний кусочек черной ци из шкуры был усовершенствован, лицо Ханли наконец расслабилось, и он вздохнул с облегчением. Он бросил еще несколько материалов в огонь, заставив их сгореть дотла. Затем Ханли моргнул, и пламя внезапно погасло, раскрывая малиновую духовную шкуру. В этот момент она была размером с ладонь. Ханли был доволен результатом и тут же указал на душу водяного дракона. В мгновение окружавший дракона барьер рассеялся. Какая-то невидимая сила втянула душу в малиновую духовную шкуру. С легким хлопком душа бесследно исчезла. Глава 763. Приближение битвы. Как только душа водяного дракона была поглощена шкурой духовного зверя, Ханли взмахнул синей сверкающей талисманной кистью. Она была 7 дюймов в длину и выглядела очень изысканно. Другой рукой он приманил к себе нефритовую коробку и вынул шарик золотой жидкости из футляра. Ханли быстро опустил кисть в шар золотой жидкости и тут же сосредоточился на духовной шкуре. Затем он стал осторожно чертить кистью в воздухе. С кончика кисти появились строчки загадочных символов золотого талисмана и тут же стали впечатываться в духовную шкуру. Как только символы опускались на шкуру, они начинали сверкать золотым светом. В тот же самый момент, как символы стали впечатываться в духовную шкуру, она начала трястись и извиваться, издавая яростные драконьи вопли. Затем на поверхности начали появляться выступы и неровности. Душа водяного дракона пыталась сбежать из талисмана. В это мгновение золотые символы талисмана на шкуре засияли ярким светом, плотно сжимая душу дракона и удерживая ее внутри. Хотя душа водяного дракона потеряла свой разум, она по-прежнему была душой дикого зверя. Инстинктивно она чувствовала опасность и пыталась из талисмана.
В результате этого Хань Ли стал рисовать талисманные символы еще быстрее, и они тут же окутали водяного дракона, силой вернув в духовную шкуру. Воспользовавшись этой возможностью, Хань Ли достал бутылку фиолетовой жидкости и окунул в нее кисть, а затем продолжил рисовать странные символы. После этого Хань Ли заменил ее на киноварь, продолжая наносить символы. Вскоре после этого талисманная бумага из шкуры духовного зверя вспыхнула разноцветными вспышками и стала парить от силы духовной ци. Выражение лица Хань Ли становилось все более торжественным, и мазки его кистей начали замедляться, в то же время его глаза сияли синим светом, поскольку он использовал глаза духовного просветления. Как только малиновый символ был нарисован на духовной шкуре, в наполовину законченном талисмане увеличились колебания духовной ци. Хань Ли тут же изменился в лице и стал внутренне проклинать происходящее. Недолго думая, он взмахнул рукавом, выпустил облако лазурной ци, подзывая к себе все материалы. В тот же самый момент он вызвал другой рукой маленький синий щит. Щит тут же вспыхнул и заблокировал Хань Ли. Не успел Хань Ли произвести все эти приготовления, как малиновая духовная шкура вспыхнула, выпустив оглушительный крик дракона. В следующее мгновение мощная волна духовной ци врезалась в синий щит, ослепительно засверкав радужным светом. Синий щит засветился ярким светом и тут же заблокировал атаку, слегка удивив Хань Ли. Хань Ли считал, что из-за огромной силы духовного талисмана взрыв, возникший в результате его разрушения, будет содержать эквивалентную деструктивную силу. Однако, вопреки его ожиданиям, взрыв удалось заблокировать с легкостью. Пока Хань Ли был в недоумении, полоска малинового света скользнула к потолку запечатанной комнаты, пытаясь сбежать. Но как только красная полоса коснулась потолка, слой белого света заблокировал ее путь, заставив ее отскочить. Хань Ли обрадовался при виде этого и тут же взмахнул рукой. Разрезав взмахом руки воздух, Хань Ли призвал руку лазурного света, которая в следующее мгновение рванула за душой дракона и схватила ее. Затем Хань Ли указал на щит, и тот быстро сжал до первоначальных размеров и вернулся в рукав. Затем Хан Ли снова посмотрел вновь захваченную душу водяного дракона глазами духовного просветления. Глядя на нее, Хань Ли хмыкнул. Хотя у него все еще была истинная душа, ее сила стала намного слабее. Малиновая душа водяного дракона тоже казалась вялой. Хань Ли взглянул на душу дракона и задумчиво почесал подбородок. То, что ему не удалось создать талисман подчинения, не привело к мгновенному разрушению души, она лишь немного потеряла силу. Однако в этом случае он мог сделать несколько попыток создать талисман, несмотря на все трудности. Конечно, после каждой попытки душа будет становиться слабее, и сила духовного талисмана тоже будет уменьшаться. Обдумав это, Хань Ли с облегчением вздохнул. Даже если сила души уменьшится, могло оказаться, что ее будет легче усовершенствовать. Легче очистить, если душа наводнения дракона будет ослаблена. Однако все еще была вероятность того, что ему не удастся сделать этот талисман. Хань Ли улыбнулся и достал еще один набор дополнительных материалов вместе с новой духовной шкурой. Затем он решил попытаться еще раз. Пока Хань Ли пытался создать талисман духовного подчинения в течение 3 дней, город Первонеба начал всецело мобилизоваться. Все секты и культиваторы знали, что через несколько дней произойдет великое, решительное сражение. После периода подготовки культиваторы в городе начали покидать лагеря своих сект, выступая в назначенных подразделениях армии культиваторов. Все они знали, что если они не выиграют эту битву и не оттеснят мауланей, те вторгнутся в небесный южный регион. Это бы послужило концом множества сект и их наследия. В результате их боевой дух был на пике без необходимости сплочения. Информация о 10 поединках также быстро распространилась. Из-за страха, что произойдет утечка информации, личности культиваторов, которые должны были сражаться в поединках, были засекречены. Помимо эксцентриков, участвовавших в собрании, никто не знал о тех, кто будет сражаться. Разумеется, личности этих 10 культиваторов, стадии зарождающейся души повсеместно обсуждались, выясняя примерные шансы на победу. В конце концов, от них зависела жизнь тысячи культиваторов. Те, кто занимался другими членами секты, были особенно обеспокоены этим вопросом. Ученики секты дрейфующего облака покинули город Первонеба вместе с назначенными подразделениями, за исключением культиваторши Сун, которой было приказано остаться и ждать Хань Ли. Луло также последовал за остальной частью учеников секты. Вскоре после этого город Первонеба опустел, за исключением нескольких культиваторов, что стояли на страже. Прошло еще несколько дней, и культиваторша Сун стала заметно нервничать. Хань Ли все еще не появился, но она то и дело слышала вопли дракона и взрывы, звуки которых доносились из его запечатанной резиденции. На 5-й день она решила, что если ее боевой дядя Хань не выйдет из уединения, ей придется собраться с мужеством и проникнуть внутрь.
Она не могла ждать дольше, иначе они могли не успеть на битву. В этот момент культиваторша Сун сидела в главном зале лагеря секты, подавляя волнение в своей голове. Она иногда выглядывала из зала, наблюдая за заходящим солнцем. Ее лицо дрогнуло, когда небо постепенно стало темнее. Затем она встала и нахмурилась. Но прежде чем она успела покинуть зал, она услышала звон со стороны резиденции Ханьли. Она пришла в восторг от этого. Спустя мгновение по вспышке лазурного света появился Ханьли. «Отдаю почтение боевому дяде Ханю». Она тут же поклонилась ему в знак приветствия. Сколько дней прошло? Почти все культиваторы покинули город. Как только Ханьли вышел из запечатанной комнаты, он окинул город своим духовным чутьем и обнаружил, что осталось всего несколько культиваторов. Пока он был в комнате, он не чувствовал времени. Хотя он считал, что запланированная дата еще не наступила, он чувствовал, что лучше ему поторопиться. Чувствуя себя гораздо более непринужденно, культиваторша Сун почтительно ответила: «Докладываю старшему, сегодня 5-й день». Ханьли решительно сказал: «5-й день. Времени пока достаточно, но лучше поторопиться. Вперед! Как прикажете». Ханьли взмахнул рукой, и полоска белого света вылетела из его рукава во внутренний двор. Свет исчез, являя крылатую белую карету, ветреную колесницу. Тело Ханьли вспыхнуло, и он тут же появился внутри колесницы, а затем сказал женщине: «Входи, это быстрее, чем лететь своим ходом». Культиваторша Сун взглянула на колесницу и осторожно вошла в нее с легким удивлением на лице. Затем Ханьли слегка топнул ногой, в результате чего ветряная колесница покрылась слоем яркого белого света и выстрелила в небо. Ветряная колесница была редким сокровищем, предназначенным для полета. Она не только потребляла небольшое количество магической силы, но также летала гораздо быстрее, чем обычный культиватор. В мгновение ока они уже покинули город Первонеба. Культиваторша Сун обрадовалась при виде этого. Невольно она задалась вопросом, почему ее боевой дядя Хань оказался настолько расслабленным. Неужели он смог развить какой-то грозный секрет за последние несколько дней? Что это были за взрывы и драконий вой, доносившиеся из комнаты? Пока она размышляла над этим, Ханьли вдруг ее спросил: «Фиолетовая духовная фея все там же?» После небольшой паузы Сун послушно ответила: «Фиолетовая духовная фея и Мэйнин решили покинуть город Первонеба на время и решить, что делать, как только война закончится». Хех. Она очень дальновидна, раз приняла такое по-настоящему мудрое решение. Если бы я был на ее месте, я бы сделал то же самое. Вскоре после этого он влил в колесницу больше духовной силы, и она полетела еще быстрее. Культиваторша Сун не успела удивиться, как они прорвались сквозь небо и исчезли за горизонтом. Глава 764. Боевая племянница Ся. Спустя несколько дней назад, на границе штатов Юэ и Билян, армии культиваторов и воинов-заклинателей высекли в земле массивные военные лагеря с помощью своих магических орудий и сокровищ, расположившись всего в нескольких десятков км друг от друга. Всего за ночь эта местность претерпела радикальные изменения. Вся эта пустынная местность наполнилась кровожадностью и желанием убивать. Небольшие группы культиваторов и воинов-заклинателей патрулировали вокруг военных лагерей, опасаясь неожиданной атаки противника. С каждым днем культиваторов и воинов-заклинателей становилось все больше, а по каждой стороне границы были установлены различные заклинания, усиливая напряжение в воздухе. Иногда патрули культиваторов и воинов-заклинателей пересекались в центре границы. Хотя они холодно смотрели друг на друга, им удавалось сдержаться и не напасть. В конце концов, сейчас это было лишним. Таким образом, они неохотно подавляли свою кровожадность и ждали решающего дня. На 6-й день Небесный Южный регион и Маулани завершили установки своих формаций и начали посылать солдат на разведку, значительно уменьшив количество бездействующих воинов в лагере. Кроме того, высокоранговые культиваторы стали сопровождать патрули. Между тем, высшие эшелоны Маулани и Небесного Южного региона начали нервно разрабатывать свои планы войны. Поскольку город Первонеба находился к северу от лагеря культиваторов, естественно, с этой стороны было меньше ограничительных заклинаний, но часовые и патрули могли компенсировать это. Группа из более чем 10 культиваторов патрулировала район в 10 километрах к северу от военного лагеря. Ответственным за патруль культиватором была женщина 20 лет. Она была на ранней стадии формирования ядра, а ее подчиненные были на стадии заложения основ. Поскольку решающая битва уже была на носу, никто не осмеливался быть небрежным. Хотя это был всего лишь рутинный патруль, группа ответственно относилась к нему. Лидер группы была спокойна, поскольку с помощью ее духовного чутья она могла отслеживать свое окружение.
Внезапно лицо женщины дрогнуло, и она внезапно остановилась. Она удивленно взглянула вдаль неба, подчиненные последовали ее примеру. Хотя они и не увидели ничего, они продолжали наблюдать. Старшая Сиа что? Культиватор в синем не успел договорить, как вдруг по небу мелькнула вспышка белого света, быстро приближаясь к ним. «Какая скорость?» Удивленно воскликнул один из культиваторов. Практически мгновенно полоска белого света пронеслась перед ними. Должно быть, что старший, который задержался. Но согласно нашим правилам, мы должны расспросить его. Вы можете здесь подождать. Женщина без капли страха полетела вперед по вспышке желтого света. Ее подчиненные переглянулись между собой и промолчали. Они были из другой секты и не осмеливались выдвинуть каких-либо возражений из-за их низкого уровня культивации. Немного пролетев, женщина остановилась, дожидаясь появления полосы белого света. Как только белый свет приблизился и остановился, она увидела перед собой странную карету. Младшая долина Желтого Клена, Сиа Цуер, приветствует старшего. Я получила приказ узнать ваше имя, надеюсь на ваше понимание. Сиа Цуер. Из белого света раздался удивленный голос. Старший меня знает. Сиа Цуер быстро заморгала от удивления. Хотя этот голос принадлежал культиватору зарождающейся души, он звучал довольно знакомо. Белый свет исчез, и женщина взглянула на истинную внешность говорившего. Это была странная белая карета с молодыми мужчиной и женщиной внутри нее. Мужчина был одет в длинную лазурную одежду, а внешность его была совершенно обычной. Женщина была бледнокожей красавицей. Боевой дядя Хань. Сиа невольно вскрикнула от удивления при виде него. Она была в полном недоумении. «Малышка, ты выросла. Ты совсем не такая, какой я видел тебя в последний раз». Хань Ли осмотрел женщину и слегка улыбнулся. «Боевой дядя Хань, это действительно вы». Хотя старшая боевая сестра Ни и старший боевой брат Лэй говорили, что боевой дядя Хань сформировал зарождающуюся душу, мне было трудно поверить, а она с восторгом говорила это. Выражение ее лица было таким же, когда она была молода. «Я виделся с ним однажды за все время», — с улыбкой сказал Хань Ли. В прошлом он рекомендовал этой женщине войти в долину Желтого Клена. Хотя он не общался с ней близко, он чувствовал себя с ней ближе, чем к Нинь или Ваньхе, потому что она была последователем его старшего боевого брата Ма. Культиваторша Сун растерялась при виде этого. Она вспомнила, что ее боевой дядя Хань был когда-то учеником долины Желтого Клена. Казалось, он встретил старого знакомого. Какие у них были отношения, не обращая внимания на Сун, Хань Ли и Сиа Цуер предались разговорам о прошлом. Сиа упомянула, как ей удалось избежать преследования дьявольского Да с его старшим боевым братом Май, как они вернулись в долину Желтого Клена, а также как старший боевой Ма умер в медитации, и как ей удалось сформировать золотое ядро. Разговор напомнил, как изменился мир вокруг Хань Ли. Немного поколебавшись, Сиа Цуер спросила: «Боевой дядя, вы действительно стали старейшиной секты дрейфующего облака? Вы не можете вернуться?» Когда она говорила это, казалось, она вообще не понимала этого. Долина Желтого Клена была в невыгодном положении. Хотя у них все еще был предок Линху, наблюдавший за сектой, других культиваторов зарождающейся души не было. Когда он достиг конца своей жизни, позиция долины Желтого Клена среди 6 сект государства Юэ наверняка упадет. Это в значительной степени беспокоило всех культиваторов формирования ядра долины Желтого Клена, в том числе и Сиа Цуер. Зная, что у Сиа были хорошие отношения с Хань Ли, секта приказала ей поднять вопрос об этом, когда он встретит его, надеясь, что их прежние отношения сыграют свою роль. Она не могла не поднять этот вопрос снова, несмотря на предыдущий отказ Хань Ли с Лей Ваньхе. Улыбка Хань Ли исчезла, и он покачал головой. «Я не могу вернуться. Секта дрейфующего облака хорошо относится ко мне, так что давай больше не будем говорить об этом». Выражение Сиа Цуер стало мрачным. «Но наша долина Желтого Клена». Хань Ли вздохнул. «Тебе не нужно слишком беспокоиться об этом. Я уже заключил соглашение с предком Линху. Если долина Желтого Клена окажется в опасности, я помогу настолько, насколько это будет в моих силах». Сиа Цуер внезапно воодушевилась. «Вот как? Большое спасибо, боевой дядя». Немного подумав, Хань Ли достал изумрудное кольцо и бутылку лекарственных таблеток. «Рано меня благодарить. Поскольку ты была единственным учеником старшего боевого брата Ма, и я не видел тебя столько лет, я не могу просто так покинуть тебя. Возьми это. Это магическое сокровище, которое я приобрел после убийства культиватора формирования ядра. Хотя пока ты не можешь использовать его в качестве своего магического сокровища, оно будет эффективно в битве после того, как ты его усовершенствуешь.
А это немного лекарственных таблеток для твоей культивации. Оно эффективно в прорыве узких мест. Большое спасибо за подарок, старший боевой дядя. Сяо Цуэр глубоко поклонилась ему, а затем взяла 2 этих предмета. Хорошо, тогда я отправляюсь в военный лагерь. Лучше не заставлять этих старых эксцентриков ждать. Если у меня будет шанс, я встречусь с тобой снова. Передав ей предметы, он попрощался и пронесся по небу, прежде чем Ся смогла сказать еще что-либо. Прощай, боевой дядя Хань. Когда экипаж уже улетел, Ся Цуй, Ер ничего не оставалось, кроме как наблюдать за удаляющейся полоской белого света, которая исчезала за горизонтом. В этот момент ее подчиненные, наконец, подошли к ней. Старшая Ся, кто был этот старший? Это культиватор зарождающейся души. Однако он выглядит очень молодо, сказал другой подчиненный. Ся Цуэр вернула свое духовное чутье, и выражение ее лица стало мрачным. Хватит. Он культиватор зарождающейся души и в прошлом относился ко мне с большой добротой. Тут ни о чем сплетничать, продолжайте свой патруль. Ее подчиненные немедленно прекратили посторонние разговоры. Благодаря невероятной скорости ветряной колесницы они вскоре приблизились к границе военного лагеря. Не обращая внимания на то, насколько колесница привлекает внимание, Хань Ли убрал ее и вошел в военный лагерь, используя свою технику полета. Все это время культиватор Шасун молчала о предыдущем событии к одобрению Хань Ли. Оба они вскоре оказались перед огромным световым барьером. Он был плотным и сиял ярким разноцветным светом, охватывая весь военный лагерь. Перед тем, как он выпустил Сун из своего лазурного света, охранник поспешно приветствовал его. Как только подтвердилась личность Хань Ли, он быстро открыл для них проход. Войдя, Хань Ли расстался с Сун. Она отправилась отчитываться перед Луло, а затем присоединилась к подразделению культиваторов, которым она была назначена. Хань Ли отправился в центр военного лагеря, где его ожидали мастер Сун и другие. Они были рады прибытию Хань Ли. Обменявшись вежливыми приветствиями ему о нескольких мероприятиях в предстоящей битве. Но так как он не особенно интересовался этим, он вскоре покинул их. Затем он направился во временную каменную комнату и сел, скрестив ноги, оттачивать свою духовную силу. Глава 765. Враги. Хань Ли спокойно сидел в комнате. Спустя время его растраченная по пути сюда духовная сила восстановилась. Он открыл глаза с улыбкой на лице. С тех пор, как его искусство сущности лазурного меча достигло 10-го слоя, Хань Ли заметил, что его духовная сила стала восстанавливаться намного быстрее, чем раньше. Это стало приятным сюрпризом. Подумав об этом, Хань Ли что-то пробормотал про себя, а затем достал деревянную коробку, сверкавшую черным светом. Коробка была покрыта несколькими слоями ограничительных талисманных печатей, мерцающих лазурным светом. По взмаху руки Хань Ли талисманы разлетелись в разные стороны от коробки. Затем он открыл коробку. В ней был покрытый различными иероглифами талисман, размером с ладонь. На талисмане также был изображен небольшой малиновый дракон. Хань Ли вытянул руку и приманил к себе талисман. За последние несколько дней он 3 раза потерпел неудачу при изготовлении талисмана, пока не изготовил этот. Хотя он не знал, насколько он силен, он был, безусловно, слабее, чем говорилось о талисмане подчинения духа. В конце концов, душа водяного была сильно ослаблена из-за его 3 неудачных попыток, но его истинную силу он мог проверить только в бою. Хань Ли осторожно погладил иероглифы на поверхности талисмана и погрузился в свои мысли. Пока Хань Ли размышлял в своей комнате, несколько загадочных фигур в комнате под землей, которая располагалась в нескольких десятках километров, в лагере Мауланей, обсуждали что-то. Там было 5 мужчин и 2 женщины. Среди них были мужчина и женщина в черных накидках. 2 из них были знакомы Хань Ли, женщина по имени Ле, обладательница древней лампы, с которой он сражался в горах Желтого дракона, и ученый среднего возраста, который преследовал его в течение нескольких дней, божественный мудрец. Другие 3 – морщинистый старик с темной кожей, мужчина ростом менее 4 футов и крупный мужчина в расшитой одежде с важным видом. Мудрец Ле как подготовка духовных масел. Тебе хорошо известно, что священная птица может появляться в этом мире только когда горит священная лампа. Ошибок не должно быть, несмотря на морщины на лице старика, его глаза были яркими и ясными. Женщина в зеленом по имени Ле почтительно ответила: «Божественный мудрец Чжу, пожалуйста, не волнуйтесь. Для моего клана этот поединок – вопрос жизни и смерти. Мы подготовили духовное масло, которое хранилось в нашем клане более 1000 лет. Этого должно быть достаточно, чтобы использовать святую птицу в поединке». Затем старик обратился к младшему ученому.
брат Чжун, были ли проблемы с установкой техники великой духовной формации? Поскольку наши магические инструменты уступают магическим инструментам культиваторов Небесного Южного региона, мы должны полагаться на духовые формации, чтобы подавить их. Ученый спокойно ответил: нет проблем. Сотни лет, которые я потратил на изучение техник духовных формаций, не пропали даром. Я уже подготовил несколько новых для атак. Если культиваторы Небесного Южного региона ничего не знают о духовных формациях прошлого, им не поздоровится. Так и будет. Брат Би, как только начнется поединок, призови высокоранговых воинов-заклинателей, кто использует духовных зверей. Прикажи им поглощать атаки культиваторов и высвободить как можно больше своей магической силы, сказал старик низкому мужчине, а затем повернулся к мужчине в черном и вежливо сказал: мастер секты Фан, нам нужно ваше сотрудничество с гигантскими животными. До начала битвы я дам вам своих гигантских зверей, однако я надеюсь, что наши условия в силе. В последних словах мужчины в черном был более глубокий смысл. Выражение лица старика дрогнуло, и он сказал: брат Фан, верно, шутит. Разве мы можем быть настолько глупыми, чтобы оскорбить вашу уважаемую секту перед битвой с культиваторами? Во всяком случае, ваша секта рассеивающегося инь – одна из 10 великих дьявольских сект империи Цзинь. Как только мы захватим Небесный Южный регион, мы в полной мере выплатим вам долг. Передать вам в правление несколько смертных стран – пустяковый вопрос. Нас не беспокоит жизнь клана Янь. Мужчина в черном кивнул и сказал: хорошо. Если бы праведные Да не разрушили нашу секту, уничтожив множество сокровищ, нам не понадобилось бы столько живых душ, чтобы восстановить ее. Вот почему мы решили участвовать в вашей войне с культиваторами Небесного Южного региона. Собрать огромного количества живых душ в империи Цзинь непременно вызвало бы проблемы с праведным Да. Хотя мы не боимся их, это задерживает восстановление сокровищ. Женщина в черном добавила: кроме того, все души культиватора, которые умирают в этой битве, будут принадлежать нашей секте. Наверняка у божественного мудреца Чжу не будет никаких возражений против этого. Она говорила с хриплым голосом, что сильно контрастировало с ее изящной маленькой фигуркой. Услышав это, лицо старика слегка дрогнуло. Разумеется, нас не волнуют души культиваторов, но сможете ли вы отличить их от душ наших воинов-заклинателей? Мы закрыли глаза на вашу безудержную коллекцию душ, потерянных в предыдущих битвах, мы хотим, чтобы в этот раз все было иначе. Вместо этого мы предлагаем компенсировать это другими способами. Это невозможно. У душ культиваторов и воинов заклинаний нет никаких различий. Даже если бы существовал какой-то метод, завтра погибнут десятки тысяч жизней, как мы должны отслеживать каждую душу? Неужели вы собираетесь нарушить наше соглашение? Мужчина в черном прищурился, а его глаза мгновенно светились зеленым светом. Его тело стало испускать холодную зловещую ци. Когда ученый по имени Чжун и низкий мужчина по имени Би увидели это, они были в ярости. Хотя они и не предпринимали никаких действий, их тела засветились слабым серебряным и красным светом соответственно, глядя на мужчину в черном. Мужчина в расшитой одежде и женщина по имени Ле с недовольным выражением на лице смотрели на мужчину в черном. Они давно возмущены тем фактом, что те забирают души воинов-заклинателей. Однако они не могли избежать ссоры с этими культиваторами дьявольского Да империи Цзинь. Старик вздохнул и спокойно проговорил: хватит. Что вы делаете? Мастер секты Фан, гость, которого я лично пригласил. Неужели вы меня не поддержите в этом случае? Женщина в черном послала голосовую передачу голоса мужчине в черном. Услышав это, зеленый свет в его глаза и странная аура исчезла. Другие вздохнули с облегчением при виде этого. Они прекрасно понимали, что, хотя эти дьявольские культиваторы были неприятны им, сотрудничество с ними было необходимостью, не говоря уже о том, что сейчас было не время для междоусобной борьбы. Немного подумав, он стиснул зубы и сказал: вы можете собрать души вместе после битвы, но вы должны делать это тайно после битвы. Что скажете? Этого никто не должен видеть это, в противном случае мы не можем гарантировать, что произойдет потом. Глаза мужчины сверкнули, и он кивнул. Хорошо, да будет так. Наша секта согласна. Воины-заклинатели Мауланей по-прежнему были недовольны этой частью договора, но у них не было выбора. В этот момент крупный мужчина в расшитой одежде спросил: ваша секта закончила боевые приготовления? Вы не переоцениваете свои возможности, ведь у Небесного Южного региона тоже есть свои культиваторы дьявольского Да. Вы не боитесь, что они увидят вас? Мужчина в черном усмехнулся: культиваторы дьявольского Да. Кто сказал, что их можно считать таковыми? Они всего лишь культивируют несколько поверхностных техник. Они нам не ровня, поскольку они не знают о древних техниках дьявольского Да. Низкий мужчина по имени Би ухмыльнулся и сказал: вот как.
Но тот культиватор небесного южного региона в одно мгновение убил старейшину вашей секты. Не кажется ли вам, что вы их недооцениваете?» Глаза мужчины в черном холодно сверкнули, но он только холодно фыркнул. В этот момент женщина в черном заговорила: «Я тоже думала об этом. Этот культиватор с золотой молнией будет очень полезен нашей секту рассеивающейся инь. Я надеюсь, что вы, трое божественных мудрецов, сможете передать его нам. Что скажете?» Морщинистый старик был озадачен. «Передать его вам? Что? Вы не согласны на такую тривиальную просьбу?» В голосе женщины звучало недовольство, и он становился все более хриплым. Морщинистый старик уставился на женщину в черном со странной улыбкой на лице. Будь этот обычный культиватор на ранней стадии зарождающейся души, то не было бы никаких проблем передать его вам. Но он обладает магическим сокровищем из золотого молниеносного бамбука, а это все меняет. Выражение лица женщины в черном стало угрюмым. Господин Чжу уже обо всем догадался. Старик ответил: «Хотя наша долина Маулани бедна на различные материалы, я немного знаю о 3 божественных деревьях в мире культивации, хотя о дьявольской божественной молнии мало кто знает». Раскрывая свои намерения, мужчина в черном спокойно проговорил: «Раз вы знаете о божественной дьявольской молнии, вы должны знать, что наша секта дьявольского Да не может допустить, чтобы это сокровище попало в руки других. Назовите свои условия». Морщинистое лицо старика дрогнуло, и он таинственно улыбнулся: «Все просто. Я слышал, что помимо этих гигантских зверей, ваша секта также создала множество бронированных трупов в медных доспехах. Надеюсь, что в самом начале битвы брат Фан сможет приказать им помочь нам. В конце концов, мы не знаем, как культиваторы будут реагировать, несмотря на все наши приготовления. Естественно, мы хотим быть более осторожными». Немного подумав, мужчина в черном ответил: «Я не ожидал, что господин Чжу так много знает о секретных методах нашей секты. Бронированные трупы в медных доспехах легко изготовить, но потерять их слишком большое количество сразу будет довольно хлопотно для нашей секты. С такими условиями мы требуем, чтобы вы доставили этого культиватора живым».